Итак, всем доброго времени. В двух частях сейчас мы приступаем к последней, к третьей части нашего комбинезона. Вы не смотрите, что он такой узкий и маленький, он тянется достаточно хорошо, в нужных местах он растянется сколько нужно, а на талии там и в остальных местах он будет держать, видите, как видите, форму. Вот, мы с вами связали, рассчитали, да, сначала сняли мерочки, рассчитали все, теперь вывязали вот эту вот часть, да, до задних ножек. Задние ножки у нас распределились с вами следующим образом. Значит, 14 петель выделилось на пузико, вот они, да, по 6 петель на заднюю ножку, и вот здесь регланная линия, и здесь также. Остальное все это сзади, это попочка. Если показать как бы наглядно, то это будет выглядеть так. Видите, мы будем одновременно формировать заднюю ножку, да, убирать петли на пузике и убирать петли на попочке. Вот, то есть мы будем как бы разворачивать ножку, так скажем, да, и в то же время у нас пузико будет закрыто, но пузико нам надо будет закрыть пораньше, попочку вывязать подлиннее. Вот, фронт работы я как бы обозначила. Теперь давайте начнем, да, мы с вами, ну, как говорится, сразу и приступим. Из-за того, что пряжа темная, я как бы все действия буду проговаривать. Смотрите, мы сейчас вяжем с вами, будем вязать, уже сразу делать убавки и прибавки. Итак, мы начинаем с вами вязать, мы вяжем и не довязываем мы до регланной линии 2 петли. У нас идет лицевая, рисунок также мы сохраняем. Изнаночная, изнаночная. И вот наша регланная линия, 2 изнаночные, маркер стоит между. Вот наши 2 петли недовязанные до реглана. Мы их провязываем вместе, вот таким способом, то есть с наклоном вправо. Делаем убавку. Потом провязываем регланную линию, 1 петлю, переносим 2 петлю регланной линии, и вот тут у нас ножка на 6 петлях. Тут мы с вами делаем прибавки, точно так же, как мы делали наверху, на верхнем реглане, точно так же. Если после регланной линии, значит делаем накид от себя и провязываем. Дальше все по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые. И вот у нас следующая регланная линия. Здесь мы делаем тоже прибавку. Перед регланной линией накид на себя. Изнанку. Вот. Перекидываем. Делаем 2 петлю регланной линии изнаночной. Вот мы с вами вывязали ножку. Мы сделали 2 прибавочки на ножке. Здесь и здесь. Спинку мы с вами... Я косичку больше вязать не буду. Буду переходить уже на тоже резинку, но сначала несколько рядов я провяжу, как вот здесь вот в начале, чтобы сразу не начинать с резинки. А здесь мы будем с вами делать тоже на попочке убавки. Но здесь нам петельки нужно петли развернуть, потому что нам нужно, чтобы здесь были убавки, 2 вместе петли с наклоном влево. Мы развернули, провязали их вместе. Все, дальше мы идем по рисунку до следующей регланной линии. Пока эти петли, вот эти наши косы, я провяжу просто лицевыми несколько рядов, ну, может быть, ряда 4, чтобы сразу не было перехода на резинку. Просто будет некрасиво тогда. Вот, да. И теперь с этой стороной мы поступаем симметрично. То есть мы проделываем те же самые манипуляции. 6 лицевых провязываем. Пока просто лицевыми. И дальше по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, и не довязывая до регланной линии 2 петли, вот эти 2 лицевые, мы их не переворачиваем, а провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Все, регланная линия,
одна петля регланной линии, переснимаем маркер, вторая петля регланной линии, и переходим мы на вторую ножку. Делаем прибавку, значит, от себя, да, после регланной линии, значит, делаем накид от себя, изнанка, ой, лицо, да, ножку провязываем, изнанка, лицевая, перед регланной линией делаем прибавку, провязываем петли регланной линии, 1, 2. А здесь нам тоже также нужно сделать убавку, но с наклоном влево. Переворачиваем петли и за заднюю стеночку провязываем 2 петли вместе. Все, ряд мы один провязали. Дальше все по рисунку у нас идет. Да, ой, сейчас. Вот следующий ряд мы с вами вяжем без изменений. Без изменений это вот как у нас идет по рисунку, так идет. Будем считать опять. Мы сделали один лицевой ряд. Изнаночный ряд нам надо просто провязать, да, как обычно мы вяжем изнаночный ряд без изменений. В изнаночном ряду не забываем провязывать наши прибавки. Да, то все точно так, как мы с вами делали наверху. Если у нас шла здесь лицевая, значит прибавка у нас будет изнаночная за заднюю стеночку. 1 и 2. Это уже вторая наша регланная линия. Видите, где вот попочка, да, уже вот на пузике вот здесь провязали уже. Все точно так же, таким же способом, как мы с вами вязали и верхние лапки. Второй ряд, смотрите, второй ряд точно так же. Внимательно, да, мы делаем 2 лицевые на пузике, 2 изнаночные. Одну изнаночную провязываем, и остается у нас с вами лицо и изнанка. Мы изнанку разворачиваем, чтобы лицо с изнанкой в одну сторону у нас смотрело, и провязываем за переднюю стеночку, делаем 2 вместе убавку. Изнанку, это первая петля регланной линии наша, маркер. И делаем здесь наоборот уже на ножке делаем прибавку от себя, провязываем изнанку, которую мы прибавили в том ряду, да, вот у нас получается изнанка, видите, я запуталась. Так, еще одну мы провязываем изнанку, это наша регланная линия. Вот, думаю, куда же делась петля. Теперь мы делаем накид и провязываем изнанку. Изнанка, 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная уже прибавленная нами в прошлом ряду. Делаем накид, первая петля изнаночная регланной линии, переснимаем, маркер, и вторая петля регланной линии. Все, здесь мы по спинке вяжем без изменений до следующего маркера. Так, пардон, неправильно сказала. Здесь нам тоже нужно сделать убавку. Здесь нам нужно наоборот развернуть петлю лицевую, чтобы изнаночная у нас стоит правильно. Лицевую мы вот эту разворачиваем и провязываем их 2 вместе. Еще одну убавку мы с вами сделали. Дальше изнаночная и лицевая, точно так же. Идем до конца. Еще провяжем ряд мы. Здесь просто все лицевыми, 6 лицевых. В следующем ряду можно уже будет сделать, тоже перейти на резинку. Вот здесь тоже также не забываем сделать мы убавку. Сейчас покажу вам. Здесь сначала 6 лицевых мы провязываем. Это мы вторую половинку свитера, да, комбинезончика вяжем. 2 изнаночные, 2 лицевые, вот 1 изнаночная.
И эту изнаночную нужно провязать с этой лицевой. Мы снимаем, переворачиваем изнаночную. И за переднюю стеночку 2 вместе с наклоном влево. Все, 1 петля регланной линии изнаночная, переснимаем маркер, и 2 петля регланной линии. Все. И ножку мы делаем прибавку опять от себя, провязываем изнаночную, одну, которую мы уже прибавили, лицо, изнанка, изнанка, лицо, лицо, изнанка, и делаем прибавку. И провязываем 1 петлю регланной линии, переснимаем, и 2 петлю. Здесь нам тоже нужно сделать убавку, но разворачиваем на пузике, да, убавка, разворачиваем лицевую петлю и делаем убавку за заднюю стеночку с наклоном влево. Все, здесь дальше уже по рисунку. Все, мы с вами так двигаемся потихоньку, не торопясь, в каждом лицевом ряду, то есть через ряд, мы с вами делаем прибавки и убавки. Вот. Нам надо сделать их 5, пока 5. Потом покажу, что мы будем делать дальше. 2 мы с вами уже сделали, еще 3 вам нужно будет это сделать самостоятельно. Я вам хотела показать, это вот 3-й идет лицевой ряд, то есть который с прибавками, с убавками. Это вот часть спинки, где у нас была коса, то есть я перехожу здесь тоже перейду на резинку 2 на 2. Вот мы вяжем коса, да, вот у нас началась 2 лицевые, потом 2 изнаночные, 2 лицевых и 2 изнаночные. Все, наша коса закончилась, начинается такая же резинка. И здесь то же самое, эти же 6 петель превращаем тоже в резинку. 2 лицевых, 2 изнаночных и 2 лицевых. Все, дальше мы вяжем, как и идет у нас. Не забываем про убавки на попе и на пузике. Вот как раз нам тут нужно сделать убавку с наклоном вправо. И переворачиваю петлю и делаю убавку. Вот так, с наклоном вправо. Все, наша регланная линия. И так мы продолжаем. 5 убавочек, 5 прибавок, и 5 прибавок, и 5 прибавок, и по 5 убавок. Вот так нам нужно с вами сделать. Смотрите, какая ситуация у нас с вами происходит. Я сделала 4 убавки, по 4 убавки, да, вот здесь. И у нас остается здесь между регланными линиями 6 петель. Как раз 2 лицевые, 2 изнаночные и 2 лицевые. Но 4 сантиметра не достигнуто. Мне нужно, чтобы вот это пузико было 4 сантиметра, 3. То есть еще 1 сантиметр я буду провязывать без прибавок, без убавок, точнее, без убавок. Просто прямо перед тем, как закрою. Потому что вот это внутреннее пузико, да, которое будет 4 сантиметра, а попочка, вот это, да, будет 6 сантиметров. Ну, вот начиная отсюда 6 сантиметров, да. Поэтому мы здесь уже убавки не делаем. Вот по 4 сделали. Осталась вот такая ситуация. 2 лицевые. На правой спице 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот так. Все, мы их вяжем без изменений. А здесь на попочке мы продолжаем делать убавки на попе. А здесь мы продолжаем делать прибавки. Вот. Здесь мы 4 ряда провязываем без изменений. На пузике вот здесь вот. Просто будем вязать по рисунку. Провязалась пузико у нас 4 сантиметра. Я померила. Вот этого достаточно. Сейчас мы будем с вами закрывать. Ну, закрывать будем отсюда. А потом начнем вязать мы, естественно, поворотными рядами. В принципе, можно скинуть на что-то дополнительное, потом закрыть иглой. Но я так поступать не буду. Я закрою. Пока мы вяжем,
То есть ряд у нас идет сейчас лицевой с прибавками. Я остановилась на том, вот что у меня изнаночная, да, вот я делаю прибавку. И мне остается, кроме этого, еще сделать 2 лицевых прибавки. И тогда мы на попе тоже, скорее всего, остановимся, но посмотрим опять-таки же по ее длине. Провяжется ли у нас 6 сантиметров попочка за счет этого. Но сейчас как бы главное не это. Главное, я вам хочу показать. Видите, вот наша ножка формируется уже, расходится. Вот. Хочу показать, как мы будем закрывать петли, как мы будем поступать с нашим вязанием далее. Вот. Сейчас я довязываю ряд до конца, и мы с вами встретимся, и я вам покажу, что мы делаем дальше. Провязала я, смотрите, вот нашу последнюю регланную линию. Вот я на пузике, вот наша пузика. И теперь нам нужно эти петельки закрыть. Что мы с вами делаем? Мы первую лицевую провязываем, потом делаем накид от себя, закрываем эластичным набором, провязываем лицевую, продеваем через накид с правой спицы и потом через лицевую, которую мы провязали. Следующее у нас идет изнаночная. Изнаночная мы делаем накид на себя, провязываем изнаночную, продеваем ее через накид и через петлю с правой спицы. Вот. Опять идет изнаночная, накид на себя, провязываем, проводим через накид, через петлю. Я эту спицу освобожу, возьму эту. Переходим сюда, на эти петли. Вот эти вот 2 петельки лицевые нам нужно с вами тоже закрыть. Если лицевые, накид от себя, петлю лицевую провязываем, продеваем через накид и через петлю. И последнюю от себя, лицевую петлю, через накид, через петлю. Все. Теперь вот эту петлю, которая осталась на правой спице, нам тоже нужно спрятать за изнаночную петлю. Я вот так сделаю и провяжу их вот так вот вместе. То есть спрячу петлю за эту. Все. Ну, маркер, в принципе, можно убрать, он нам не нужен. Теперь мы с вами будем вязать поворотными рядами, то есть туда, обратно. Этот ряд у нас с вами идет установочный, ну, как установочный, изнаночный. Провязываем наши накиды, которые были сделаны в предыдущем ряде. И продолжаем вязать мы с вами попочку поворотными рядами. Не забывая точно так же в каждом втором ряду делать прибавки и убавки. Можно это уже перенести на 2 спицы. Сейчас мы так и сделаем, чтобы тут слишком много спиц, а то задействовано у нас с вами. Вот. Сейчас я одну спицу вот эту освобожу, я вам покажу, что у нас с вами получилось. Вот. Мы пузико с вами закрыли. И нам остается разобраться с попочкой. Вот. Видите, вот наша лапка формируется. Вот она. Вот наша пузико закрылась. И попочку вот мы с вами еще только вяжем. Я буду вязать как бы на этой спице. Ну, не забывайте опять-таки же убавлять. Попочку мы еще убавляем. Вот.
А тот ряд мы также и будем проделывать. Только не забудьте, сейчас мы будем вязать поворотными рядами, и петельки наши встанут по-другому. Хочу обратить ваше внимание на это, чтобы это вас не смущало и не путало. Вот. Потому что вдруг вы сейчас столько времени вязали лицо, изнанка, а сейчас они у вас из-за поворотного вязания поменяются. Так, пардон. Здесь у нас убавка. Да, вот. Этот я маркер оставлю. Эту уберу, буду вязать я так, на 3 спицах. Пусть будет так. Вот. Угу. Ну, сейчас дойду до конца ряда, тогда уже довяжу и обратно вам покажу. Мы дошли с вами вот до конца ряда. Теперь мы разворачиваемся и вяжем поворотными рядами. То есть все как у нас идет с вами по рисунку. Теперь мы перешли с вами на изнаночные и лицевые ряды. Так, я сама запуталась. Не путайте меня, я сама запутаюсь, да, из той же песни. Вот, поэтому я говорю, вы просматривайте тоже, не торопитесь, чтобы все у вас было правильно. Потому что в конце не хотелось бы что-то распускать и переделывать. Ну, распускать и переделать, естественно, не хочется ни в конце, ни в начале. Вот. Поэтому сейчас мы будем уже скоро с вами тоже закрывать попочку. И у нас тогда вязание вообще разделится с вами. Маркеры также мы переснимаем все. Ну, петельки, ой, наши соблюдаем. Так, изнанка. Все у нас. Все правильно. Также будем в лицевых рядах мы с вами делать прибавки. В изнаночных будем их провязывать. Но как бы я вам сейчас покажу в поворотных рядах лучше, да, лучше в поворотных рядах прибавки делать из протяжек, потому что чтобы не запутаться нам в изнаночных рядах. Сейчас я вам покажу, как мы будем делать прибавки из протяжек. Вот. Сейчас я довяжу ряд до конца и встретимся. Начинаем мы лицевой ряд с вами. У нас идет вот наша одна изнаночная, она у нас теперь превратилась в кромочную. Изнаночная это от нашей вот этой вот регланной линии. Следующая у нас идет изнаночная, и мы делаем прибавку. Но прибавку мы с вами будем делать из протяжки. Протяжка это вот ниточка между петельками. Вот. Мы ее одеваем и скрещенный за переднюю стеночку провязываем лицевой, потому что у нас лицевая сейчас по рисунку идет. И дальше мы идем по рисунку. Ну, посмотрите, как у нас развернулись петельки. Изнаночные стали по-другому стоять. То есть у нас лицевые стали, как до этого стояли изнаночные, а изнаночные как лицевые. Ну, это не должно вас запутать, потому что дорожки у нас продолжаются, вот эти вот лицевые и изнаночные. Мы их так и провязываем. Просто прибавки мы делаем из протяжек. Это чтобы не запутаться нам потом в изнаночном ряду. Какую же нам провязывать? Сейчас у нас есть изнанка, изнанка. Эту протяжку. Так, есть. Опять лишнее провязала. Вот изнанка, изнанка. Из протяжки мы с вами поднимаем перед регланной линией. Мы будем делать вот так. За работой протяжку одеваем. И скрещенную лицевой за заднюю стеночку. Сейчас я ее подцеплю вот так. За заднюю стеночку.
мне немножко неудобно перед камерой, чтобы показывать и вам, чтобы было видно, и самой, чтобы было видно. Все, дальше наша регланная линия идет. Еще одна петля регланной линии, изнаночная. Дальше мы делаем с вами убавку. Здесь мы ничего не переворачиваем. Здесь 2 лицевых у нас стоят как нужно, повернуты. Убираем. Лицевая, изнанка, изнанка и так далее. Сейчас я закончу. Я просто еще раз вам хочу показать прибавки, как чтобы закрепить, чтобы вам было понятно. Я сама, видите, путаюсь, что уже лицевые у нас стоят по-другому. Потому что с темной пряжи, конечно, мне уже лично сложновато вязать. Здесь мы делаем убавку, но здесь мы разворачиваем наши петли. Здесь они неправильно стоят, мы их поворачиваем в другую сторону и за переднюю стеночку вместе лицевой. У нас получается с наклоном вправо. Изнаночную регланную, еще одну изнаночную. После регланной линии мы изнаночную спереди подхватываем и одеваем на левую спицу. И за переднюю стеночку скрещенной лицевой провязываем. Дальше у нас идет изнанка, изнанка и так далее по рисунку. Сейчас вам покажу еще одну прибавку, как мы это будем делать перед регланной линией. Из протяжки. Потому что вот в таких поворотных рядах, ну, это лично мне, опять-таки же, удобнее делать прибавки из протяжек. Вот, смотрите, вот у нас остаются наши 2 последние петли, которая одна из них превратилась в кромочную, последняя изнаночная. Вот протяжка. Из протяжки сзади, перед регланной линией, мы подхватываем сзади протяжку, одеваем и за заднюю стеночку лицевой скрещенной. Вот так. Потом изнанка и изнанка. Все. Лицевой ряд мы провязываем без изменений. И делаем мы с вами еще одну прибавку, еще одну лицевую нам нужно добавить. И я думаю, ой, наверное, у нас с вами получится 6 сантиметров. Да, и тогда у нас с вами уже будет 6 сантиметров, и попочку можно будет уже закрывать. Да, не то схватила. Вот. Все, изнаночный ряд провязываем и еще одну прибавку делаем самостоятельно. Остается нам последний ряд сделать прибавки, чтобы, ну, войти в рисунок. Да, вот здесь вот по одной лицевой нам вот здесь вот не хватает. А здесь на попе я предлагаю вам больше не делать убавки, потому что у нас получилось рисунок 2 лицевые, 2 изнаночные и так далее. То есть этого будет достаточно. Да? То есть мы сейчас провязываем ряд, просто делаем прибавки. Убавки уже больше делать не будем. Это последний ряд у нас идет с прибавками, потом мы уже будем закрывать с вами. Не забывайте, да, вот так вот повнимательнее. И потом мы с вами просчитаем, сколько же петель у нас с вами в наличии мы имеем. Да, вот, из протяжки не забываем делать прибавку сразу, чтобы войти нам в наш рисунок. На самом деле кажется вроде бы простой рисунок, да, а по факту тоже нужно как бы его соблюдать, и чтобы все было ровно, потому что прямые линии, они самые тяжелые. Когда вы вяжете какой-нибудь ажур, там может быть какая-то петля одна, и не очень-то имеет значение, там ее можно куда-то спрятать, если вы неправильно провязали. Если вы это провяжете в
в прямых линиях неправильно, то, естественно, она будет сразу же бросаться в глаза всегда. Поэтому нужно быть внимательными. Так, ну, довязываем туда и обратно. Здесь уже мы просто провязываем 2 лица, 2 изнанку, и не делаем мы убавки здесь. Вот смотрите, что у нас с вами получилось. У нас получилось следующее. Вот наша лапка, ножка. Здесь у нас с вами 26 петель, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 26 петель на одной, 26 на другой, и посередине сейчас попытаюсь посчитать. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. 7 это 14. У меня так получилось. У вас, может быть, получилось по-другому. Ну, вот так. Вот наше пузико, которое мы закрыли. Насколько оно, чуть-чуть оно, значит, пониже. Видите, насколько оно пониже. Теперь мы будем с вами лапку вязать отдельно. Но я предлагаю сделать следующее. Смотрите. Вязать вот эту лапку не по кругу, а по прямой. Просто, ну, на 2 спицах поворотными рядами. А потом, естественно, это все дело сшить. Вот. Почему? Ну, не знаю почему, потому что, наверное, так будет удобнее, потому что здесь уже такая болтается кишка, и ее как бы постоянно крутить будет неудобно. То есть мы сейчас с вами вот на этих 26 петлях мы будем вязать ножку. Все. Пока убавлять я не знаю, будем, не будем. Сейчас мы посмотрим, где наш рисунок. Вот наш рисунок. По заказу заказчицы, да, то есть хозяйки собачки, она сказала, что ножка 11 сантиметров. Я, честно говоря, не знаю, как она мерила эту ножку, до пола или до куда, или в готовом виде. Но я поступлю следующим образом. Я свяжу прямо 10 сантиметров. Если она мерила это до пола, то, конечно же, 10 сантиметров это много, но в крайнем случае можно ее будет подвернуть, лапку. И с передней лапкой поступим аналогично, точно так же. Поэтому сейчас на 2 спицах мы вяжем просто 11 сантиметров, а потом сшиваем. И причем я предлагаю сшить наружу, швом наружу. Почему? Я вам потом, естественно, это покажу. Во-первых, ну, то есть, ладно, сейчас я интригу сохраню. В общем, я буду вязать прямо поворотными рядами 10 сантиметров заднюю ножку, лапку, как хотите называйте. Просто сейчас я вам покажу, как я это буду делать. Ту лапку мы провяжем абсолютно аналогично. Вот все. Вот наша лапа. Вот эти петли. Ну, я пока, ладно, оставлю так, потому что мне сейчас тяжело их скинуть, и вязать будет тогда совсем неудобно. Все, вот на этих 26 я вяжу лапу заднюю. А потом мы с вами будем сшивать. Просто беру еще одну спицу, и все. И усаживаюсь спокойно, вяжу 10 сантиметров. Вот. Потом мы с вами закроем попочку. Ну, уже когда одну ножку свяжем, перейдем к следующей ножке. Вот. Пока вы тоже так же усаживаетесь поудобнее. И вяжите сначала одну ножку, а потом мы перейдем к другой ножке. Естественно, закрывать я буду эластичным способом низ ножки. Вот. Ну, понимаете, как бы большое, не маленькое, да? Это же можно будет подвернуть потом. Просто действительно, как бы уже настолько беспокоить заказчика тоже как бы не хочется, правильно? Как она ее мерила, эту собачку, я тоже не знаю. Вот, ну, мы свяжем 10 сантиметров, ни туда, ни сюда. В крайнем случае подвернет. Вот. Ну, вот это можно будет перенести пока сюда.
Это наши петли попы. Мы их потом тоже закроем эластичным набором. Тоже вам покажу, как. Ой. Вот они. Когда мы уже перейдем ко второй ножке. Пока сейчас вяжем одну ножку 10 сантиметров. Но опять-таки же 10 сантиметров, не забывайте откуда. 10 сантиметров от сюда. Вот отсюда. Не от пузика, а от попы. 10 сантиметров мы будем измерять вот отсюда. Все, спокойно вяжем. Итак, связала я одну ножку. Вот, да, у нас получилось. Меряем мы отсюда, от попочки длину. Даже если она сошьется и будет длинной, можно ее будет вот так вот подвернуть, лапку эту нижнюю, да. Теперь мы приступаем к другой. Ну, в принципе, тут как бы ничего сложного нету. Просто единственное, что я вам сейчас покажу, как мы закроем вот эти вот петельки на попе. Вот. А здесь эту ножку свяжем аналогично, такую же одинаковую. Смотрите, мы вот в петельку, вот петля, да, вот это вот изнаночная, мы сейчас отсюда вытащим нашу ниточку, чтобы ее потом и удобнее нам было вязать, и удобнее было закрывать. Можно вытащить спицы, но у кого крючка нет, можно крючком. Вытаскиваем петлю. Вот, да. И начинаем мы с вами закрывать. Закроем середку. То есть петля у нас уже есть. Здесь у нас идет лицевая. Значит, мы делаем накид от себя. Так, сейчас я возьму поудобнее. От себя делаем накид и провязываем лицевую. То есть закрываем эластичным, да, набором, ой, этим краем эластичным. Через накид, потом через петлю. Она растянута, ничего страшного. Здесь за хвостик вы ее потянете, и она стянется. Хвостик потом легко убрать будет. Я не то взяла, видите? Не то взяла. Еще раз, да? Не ту ниточку я вытащила. Вот поэтому говорю, когда пряжа темная, с нее очень тяжело вязать. Ну, лично мне тяжело. Вот. Вот себя накид. Петлю. Еще раз, да, через накид, через петлю. И ее теперь подтягиваем. Все. И дальше так мы закрываем. Лицевая, если у нас идет опять, мы делаем от себя. Провязываем петлю лицевую. С правой спицы накид. И петлю. Изнаночная на себя накид. Кому тяжело, да, например, так делать, закрывайте любым другим способом или вот так вот постоянно проговаривать. Изнаночная у нас идет, да, следующее мы закрываем, значит, накид на себя. Это все, опять-таки же, знаете, дело привычки. То есть, ну, вы, сам процесс понятен, да, я думаю, вы закрываете петли попы, выходите опять на такое же количество петель, которое у вас было вот в этой ножке, лапке. Вот, и все, и делайте это аналогично. Там ничего сложного нету, просто кто-то, например, связал одну лапку, да, и кажется, что вам она узкая или что, но вы не забывайте, что мы вяжем лапшой, резиночкой, и что она очень хорошо тянется. Это она с виду кажется, что она такая узкая. На самом деле она очень хорошо растягивается. Вот, посмотрите. Посмотрите, как она растягивается. Ну, сюда любая собака влезет, извините меня, конечно. Поэтому не торопитесь, я хочу сказать, там прибавлять петли или переживать, что она будет узкая. Понимаете, задние лапы, если вы сделаете опять-таки же широкие, то собака будет выпадать из них все время. Но с другой стороны, если сделаете узкие, то одевать правильно будет неудобно. Так что нужно найти вот эту вот как бы середину, эту пропорцию, которую нужно соблюсти,
чтобы и не сильно узкая, и не сильно широкая. Ну вот, пока мы с вами болтали, мы уже подошли к тому моменту, когда надо будет аккуратно спрятать нам петельку. Вот последнюю сейчас я лицевую закрываю. Так, вот. И нам надо ее будет спрятать под вот эту изнаночную. Вот таким образом я переворачиваю и вот так их спрячу, провяжу. Вот. Все. Вышли на такое же количество. 26 здесь. Все. Закрываем, провязываем вторую ножку. Вот. И мы с вами встретимся уже на рукавчиках. Вот. Потом уже, когда все вывяжется у нас, потом мы будем все сшивать с вами. Потому что сейчас надо вывязать эту ногу и понять, докуда мы будем сшивать, чтобы у нас пролезла наша собака отсюда. Но я думаю, что даже если мы вот так вот зашьем, да, вот здесь вот я держу пальчиком, и здесь такое же расстояние, то вполне собака у нас пролезет с вами. Потому что, ну, не забывайте, что я вяжу на щеночка, на маленькую собачку. Вот. Так что давайте встретимся мы уже с вами на рукавчиках. Один рукавчик я уже сделала. Вот сейчас я покажу на втором рукавчике, как я это сделала. Обязательно, когда будете вязать рукавчики и ножки тоже, естественно, да, вы просчитываете, пожалуйста, количество рядов, чтобы они получились одинаковыми. Вот. Приступаем. Нам осталось сделать с вами один рукавчик. Да, у нас здесь 18 петель, и 2 петельки нужно поднять вот отсюда. Итого получается 20. Я это делаю по 6 петель. То есть 2 спицы будут по 6 петель. Поднимаем, да? И на третью спицу остается 8 петель. Но здесь как бы ничего сложного. Единственное, что нужно аккуратно сделать вот эти вот петельки, поднять. Вот эти вот, да, которые 2. Вот здесь вот я как бы постаралась максимально сделать аккуратно. Я вот вам покажу. Видите, чтобы без дырочек. Никаких дырочек, чтобы не было у нас здесь. Вот. И на последнюю спицу поднимаем, пока получается 6, потому что 18. И 2 мы тоже также на нее поднимем. Вот, ниточку можно убрать уже. Да? Так, берем нашу ниточку, берем побольше, на всякий случай, да, хвостик оставляем побольше, потому что вдруг, если что-то там иголочкой потом подшить, если вам что-то не понравится, вот здесь вот, отрезать мы всегда успеем лишнее. Пусть лучше будет побольше. И присоединяем ниточку и вяжем с вами по кругу, как у нас идет по рисунку. 2 лицевые, как вот и шло, да, нашу, повторяем 2 изнаночные. И, ой, не забывайте обязательно просчитывать ряды. Так, изнанка и 2 лицевых. Вот, да. Сейчас я провяжу вот эти еще 2 спицы. Когда все 3 спицы провязаны, мы поднимаем наши петельки вот здесь. И заодно мы подбираем протяжечки, чтобы не было никаких дырок. Вот здесь. Вот наши вот эти 2 спицы. Здесь они у нас, ой, петельки, здесь они у нас 2 лицевые, а на рукаве они у нас пойдут изнаночными. И вот эти протяжки поднимаем, чтобы не было у нас дырочек с вами никаких. Вот. Так, сейчас я поудобнее покажу вам, чтобы было повиднее. Видите, какое расстояние? Вот где петля, а вот какое расстояние у нас с вами получается. И нужно его все подобрать, чтобы не получилось никаких у нас с вами дырочек, да?
Вот так сейчас. Пусть будет даже 3. Мы 3 вот эти вот протяжки, все 3 провяжем вместе. Она у нас идет по рисунку изнаночная. Так что все 3 мы их провязываем изнаночные, чтобы не было дырочки. И следующую, еще одну, мы точно так же поступаем. Вот это теперь расстояние, видите, какое большое у нас здесь получается. И вот тоже мы подбираем вот этими вот протяжками. Все протяжки подбираем. Вот так вот. И тоже провязываем их изнаночные вместе. Потому что по рисунку, естественно, у нас идет изнаночная. Вот так. Все. Дырочек у нас с вами здесь нету. Мы продолжаем с вами второй ряд. Вот эту ниточку пока внутрь не убирайте, пока мы ее будем подтягивать. Ну, первые ряды, как всегда, немножко неудобно. Но лучше немножко перестраховаться, да, помедленнее, поаккуратнее все сделать, чем потом будет некрасиво. Вот, все, второй ряд. И так я на рукавчике провязывала 20 рядов. Вот видите, эта ниточка, ее можно подтянуть, а потом уже ее можно просто вовнутрь спрятать, например, через горловинку. Вот так вытащить ее вот здесь. И все, чтобы она уже больше не мешалась, и ее отсюда уже подтягивать. Все, так мы с вами провязываем 20 рядов. Считаем, обязательно считаем, чтобы рукавчики получились у нас, естественно, одинаковые. Вот. Одну ножку я уже сшила. Сейчас я вам все покажу. Так как у нас, как видите, идет рисуночек лапша, да, если мы сделаем как бы убавки, то будет, ну, некрасиво, да? Поэтому у нас будет с подворотом рукавчик, с подворотом, и ножка, видите, лапка тоже идет с подворотом. Сейчас закончим, я уже закончу все. Здесь я сшила, оставляла вот такую ниточку и просто сшила. Здесь я сшила поверх прям, да, то есть с лицевой стороны, и она получилась у нас как лицевая. Видите, изнанка и лицевая сшила. А с этой стороны я сейчас тоже посмотрю, как, если, может быть, я наоборот с внутренней стороны сошью. Если мне этот вариант понравится больше, то оставлю так. А так это, вот так это получается. Вот. Смотрится здесь, что как будто это узко, но на самом деле, естественно, видите, она у нас как растягивается. Она получится, что вот здесь на ляшечке она растянется, а здесь внизу ножки она как раз-таки стянется. Вот. Вот такая вот лапшичка у нас с вами получилась. Ну, сейчас доведем уже до конца, до ума, и я покажу, что получилось. Вот я закончила. Посмотрите, что у меня получилось. Такой комбинезон лапша, да, с большим подворотом на шейке. Здесь ножки с подворотом, лапки тоже, ну, нижние, верхние тоже с подворотом. Пузико закрыто тоже. Вот такое отверстие тут получилось. Через него одевать. Вот так вот, да, на собачку вполне все пролезет. На голову, потом передние ножки, потом задние ножки. Вот. Можно обдать ее парком. Вот она немножко, естественно, такой пушистенькая. Ну, вот как бы мне непонятно пока, да, вы когда свяжете, естественно, тоже непонятно, смотрится он немножко несуразно, может быть, да, но не забывайте, что у нас лапша, здесь это растянется на ляшечке, здесь на грудке тоже это растянется, на талии она останется, ну, как бы, как нужно, да, все стянуто, вот. Всегда переживаю, когда вяжу кому-то, да, всегда я переживаю, то есть как оно сядет, как подойдет она заказчику, как на собачке будет. Но, к сожалению, на свою собачку я померить не могу, потому что она нам мало.
Вот это на щеночка на 4 месяца, на чихуашечку я вязала. Вот поэтому не могу на свою померить. У моей собачки здесь должно быть 26, у моей собачки здесь 36. Поэтому ну, не буду я мучить изделие и натягивать. Вот, да. У собачка здесь вот 24 сантиметра, у моей 29-28, поэтому нет смысла. Ну, надеюсь, да, но мы с заказчиком живем в одном городе, и надеюсь, что заказчик пришлет фотографии, и я уже, конечно же, их не в видео прикреплю, а посмотрите в моих соцсетях. Вот, как и говорила, здесь вот все аккуратно получилось под мышками. Видите, все симметрично, все аккуратненько. Вот все ниточки обязательно нужно убрать, все. Вот. Здесь, возможно, они потом оденут, уже подвернут, как им нужно, покороче, подлиннее, это отрегулируют сами, сделают. Вот, ну, надеюсь, что вы досмотрели видео до конца, что вам все понравилось, все мои объяснения. У кого остались вопросы, естественно, пишите мне в комментариях, пишите в мои соцсети, все ссылки будут прикреплены. Обязательно подписывайтесь на канал, смотрите, пожалуйста, всю рекламу на канале, она там, я вставляю немного рекламы, ну, хотя бы для поддержки какой-то поддержки канала, вот. Поэтому буду вам благодарна, если вы не будете ее отключать, а будете просто смотреть. Ну, даже можете не смотреть, просто не отключайте, а не пропускайте ее. Вот. Всем большое спасибо за то, что вы были со мной до конца, за то, что вы связали со мной тоже, или появилось, по крайней мере, у вас желание связать такое же изделие, такой же комбинезончик. И увидимся с вами в следующих видео. Пишите в комментариях, что бы вы хотели со мной вместе связать. До свидания.